О грибах люди знали с давних времен. Еще в IV веке до нашей эры Теофраст писал о трюфелях, шампиньонах и сморчках. Очень долго грибы относили к растительному миру, но со временем их выделили в отдельную таксономическую единицу. Грибы сами по себе загадочные и необычные представители живой природы. Большинство людей при слове «грибы» представляют себе шампиньоны, вешенки или, в лучшем случае, белый гриб или опенок. На самом деле царство грибов огромно. Есть микроскопические, невидимые глазу, есть огромные, разных расцветок и форм. С некоторыми грибами, обитающими в разных регионах мира и поражающими своей необычностью, мы предлагаем познакомиться. Негниючник кровавоголовый относится к семейству рядовковые, растет на старых и опавших ветках. Их плодовые тела похожи на зонтики, очень тонкие, темного оттенка ножки поддерживают крупные шляпки насыщенного красного цвета. Поверхность шляпки состоит из симметрично расположенных складок. Внутри шляпка белая. Негниючник кровавоголовый – один из самых редких грибов в мире. Имеет способность светиться в темноте. Относится к несъедобным грибам. Этот очень редкий гриб еще называют звездой Техаса. Растет он только в двух местах на планете – в Техасе и в Японии. Плодовое тело молодого гриба похоже на сигару. При созревании гриб раскрывается как цветок, высвобождая облако спор с характерным свистящим звуком. В США этот гриб встречается на мертвых корнях местного вида вяза, в Японии – дуба. До сих пор биологи не могут точно сказать, почему гриб произрастает только в двух местах на планете, расположенных почти на одной широте. По последним данным, популяция гриба разделилась примерно 19 миллионов лет назад. Звездовик или земляная звездочка относится к семейству звездовиковые, включает несколько видов. Объединяет их то, что молодое плодовое тело имеет в большинстве случаев шаровидную форму, сверху покрыта наружной оболочкой, которая при созревании разрывается на несколько лучей и становится похожей на звезду. Внутри находится спороносный мешок. Иногда лучи сильно загибаются вниз и как бы на ножках приподнимают плодовое тело над землей. Грибы-звездовики представляют большой интерес для грибников из-за своей необыкновенной формы. В 2000 году в Британии натуралистом Джонатаном Реветтом был обнаружен новый вид звездовика, который по внешнему виду очень похож на человечка. Назвали гриб звездовик британский. Энтолома голубая произрастает в Индии и Новой Зеландии, в лесах среди мхов и опавших листьев. У этого гриба все тело полностью голубое и только красноватые споры. Лазурный цвет грибу придает пигмент азулин, встречающийся еще у некоторых видов морских беспозвоночных. Съедобен этот гриб или нет, неизвестно. Однако многие представители рода Энтолома ядовиты. Настолько удивил и полюбился голубой гриб в Новой Зеландии, что его даже поместили на банкноту в $50. Этот удивительный гриб относится к семейству веселковых. Растет на остатках гниющей древесины или на почве в широколиственных лесах в регионах с мягким и теплым климатом. Гриб начинает развитие из белого яйцеподобного тела и приобретает вид полой сетчатой сферы, покрытой с внутренней стороны зеленовато-оливковой слизью, в которой находятся споры. Мякоть выделяет гнилостный запах, привлекающий мух, которые, ползая по слизи гриба, разносят прилипшие к ним споры решеточника. Очень редкий гриб, занесен в Красную книгу, относится к группе ядовитых грибов. Клавария похожа на сказочное существо со щупальцами, вылезающее из-под земли. Плодовое тело имеет трубкообразную форму высотой 10-15 см и шириной до 7 см. По расцветке бывает кремовой, голубоватой, фиолетовой и аметистовой окраски. Растет в замшелых местах хвойного леса, очень редко на открытом пространстве. Плодовое тело формируется ближе к октябрю. Распространен практически везде, но из-за вырубки лесов в отдельных странах занесен в Красную книгу. Этот гриб для использования в пищу считается непригодным. Гриб Азероя рубра еще называют морским анемоном.
По форме он напоминает красную морскую звезду, покрытую коричневой слизью и стоящую на белой ножке. Неприятный запах гнили, издаваемый грибом, привлекает мух, которые распространяют его споры. Гриб был впервые найден в 1800 году на юге Тасмании. Мицена волосистая принадлежит семейству мицен. Была обнаружена на территории Австралии. Высота гриба от 1 до 3-4 см. Вся его поверхность покрыта мельчайшими волосками, которыми, вероятно, гриб отпугивает мелких животных и насекомых. О съедобности и опасности для человеческого здоровья этого вида пока ничего не известно. Впервые этот гриб был обнаружен и описан в 1945 году на Мадагаскаре французским микологом Роже Жаном Эймом. Вид считался очень редким, но в последнее время широко распространился по всему миру, и даже считается, что он представляет угрозу для местных видов грибов. Обитает на гниющей древесине. Вся нижняя часть шляпки покрыта большими порами. До сих пор остается малоизученным видом. Мы рассказали об удивительных грибах, которых зачастую не встретишь в наших лесах. И пусть эти необычные грибы в пищу не годятся, зато лес с собой они украшают однозначно. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.